Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я буду украшать вот такие весенние капкейки в виде букетиков тюльпанов. Тюльпаны – это всегда актуальная тема весной, скоро весенние праздники предстоят, и поэтому я хотела с вами поделиться именно очень быстрым, но очень эффектным украшением капкейков, кексов, маффинов, как хотите их назовите. Выпекала я их в предыдущем видео, и ссылку я оставлю, естественно, на сам рецепт. И работать я сегодня буду белково-заварным кремом. Итак, для данного десерта нам потребуются, во-первых, сами кексы. Ссылка будет в описании на шоколадные и вот на такие вот с кусочками шоколада кексы есть на моем канале. И нам понадобятся вот такие формочки тюльпан. Продаются они во всех кондитерских магазинах. Вот такие обертки на сайте «Успешный кондитер». Я знаю, что стоит примерно 100 штук 300 рублей. В Германии, кто, девочки, живет, они продаются также у нас в Дрогерикеттен, такие как Росман, Мюллер. Также они продаются у меня, вот, допустим, доктор Оеткер. Я покупала просто в большом магазине, в гипермаркете. И там 20 штук разных цветов. Удобно очень для домохозяек, кому много не нужно. То есть они продаются в свободном доступе и в Германии, и в России, и в странах СНГ. И также написано, что донышко у капсулы подходит сюда именно 5 сантиметров. Стандартная капсула для капкейков, для маффинов, для кексов. И сюда я буду их укладывать просто без фиксации. Потом фиксироваться они будут у нас самим кремом. Уже когда по бокам они так или иначе все равно будут подлипать. Бока вот наших цветочков к этим формочкам. Поэтому дно у формочки я здесь ничем не фиксирую. И каждый кекс я буду сразу вкладывать в формочку. Я потом объясню почему. Так работать гораздо удобнее. Здесь у меня насадка тюльпан. У меня их много, здесь я взяла самую стандартную, с 3 крупными листьями по бокам. Вы же можете любой брать, который есть у вас в наличии. Отсаживать мы будем по 7 цветочков. В середине мы делаем 1 цветочек, и вокруг него еще 6 цветочков. Первый я взяла красный цвет, у меня будут они 3 цветов: красный, желтый и розовый. Естественные натуральные цвета тюльпанов, которые мы всегда привыкли видеть весной в продаже, да? Поэтому очень удобно здесь вот именно такие естественные цвета выбрать. Чем естественнее расцветка у цветка, тем более эффектно он всегда смотрится. Здесь белкового крема уходит на украшение данных 12 капкейков примерно из 100 грамм белка. Расчет порции у нас идет. Отсаживаются они элементарно просто. Это, я думаю, самое быстрое украшение именно кексов, которые есть. Вот именно из всех таких расхожих. Розочки гораздо дольше делать, хризантемы. Также после того, как я отсадила 4 уже красных кекса, скажем так, я промываю насадку, если у кого, допустим, 1 насадка, и делаю потом сразу еще 4 желтых. Крем здесь берем желтый, если вы хотите сделать более лимонный цвет, чтобы был, и таким образом тоже более естественный цвет у тюльпанов будет. Здесь, если у вас, допустим, засоряется насадка тюльпан, вы можете ее промыть просто в кипяченой воде. Вы можете взять в стакан, налить кипяченой воды и просто где-то на 1,5 сантиметра уже готовую с мешком, с одетым, с кремом, просто опустить на 1,5 сантиметра сам кончик насадки и просто прополоскать очень аккуратно там. Потом насухо вытереть одноразовым бумажным полотенцем кухонным и продолжать дальше работать. Помимо белково-заварного крема, на моем канале есть еще 5 видов крема, которые очень устойчивы и прекрасно подходят для отсаживания именно тюльпанов. Я оставлю на все эти 5 видов крема ссылки в описании к данному видео. Это крем-пломбир мой без яиц. Также это будет крем на манке устойчивый. Тоже такие интересные будут тюльпанчики с вкраплениями. Белково-масляный шикарно подходит для них. Также подходит наш обычный масляный советский крем на сгущенном молоке. Также есть даже веганский крем, кто не употребляет, допустим, яиц и животных продуктов. И из всех этих кремов я уже делала тюльпаны на моем канале. Они прекрасно все подходят для
вот украшений подобных кексов. Здесь я немножко замешкалась и отсадила 6 тюльпанов вместо 7, поэтому если кто-то будет писать мне в комментариях, я это сама потом уже увидела. Но я совершенно спокойно к этому отношусь, я абсолютно не суеверный человек. У нас в Германии тюльпаны всегда продаются такими связками по дюжине, по 12 штук, и мы их покупаем в магазине, приносим в дома, ставим их также и никогда не выбрасываем этот 12-й тюльпан. Здесь у меня насадка номер 80, хризантема. Этой насадкой я буду отсаживать листья. Здесь я не беру насадку лист тюльпана, потому что она очень крупная именно для кексов. На что здесь важно обратить внимание? Именно на цвет самой зелени. Каким образом я здесь достигаю такого цвета? Цвет у меня изначально зеленый, называется листовой зеленый, но он все равно немножко такой, я бы сказала, уж сильно зеленый, да, и я поэтому, так как бы в голубизну немножко он идет, и я поэтому добавляю в него частенько, особенно когда тюльпаны мне нужны, я добавляю просто желтый. Вот у меня остался здесь от желтого цвета немножко крема, и я смешала с моим листовым зеленым, и получился такой более естественный цвет. Если же мы сейчас будем добавлять какой-то неестественный зеленый оттенок, сразу цветы будут смотреться, ну, не так эффектно, и зелень здесь играет, я бы сказала, половину успеха. И видите, так или иначе, с боков эти тюльпаны, они слегка, но подлипают к этой формочке, поэтому, как я уже и сказала, я не делаю здесь дополнительной фиксации на дне нашей формы. Это не имеет смысла. Если же вы будете работать масляным кремом, там нужно отсаживать цветочки более аккуратно, чтобы просто, ну, они не будут у вас такими объемными, если кремом на масляной основе, я имею в виду, вы будете работать для этого, чтобы просто крем потом у вас не оставлял жирных пятен на этих формочках. Зелень здесь очень важный момент. Поэтому смотрите, зеленью мы здесь не увлекаемся. Мы буквально каждый цветок просто слегка обрамляем этими листьями. Мы просто делаем как бы разграничение этими листьями, чтобы было ясно, чтобы это не была единая желтая масса такая, а чтобы был виден каждый цветочек. И еще важный момент, когда мы отсадили листья у, допустим, розовых тюльпанов, мы сразу же протираем очень начисто насадку, и тогда только приступаем отсаживать листья у желтых тюльпанов. Иначе мы просто будем пачкать наши цветы. Этого допускать никак нельзя. И таким образом я отсаживаю уже листья у всех тюльпанов. Времени на данное украшение уходит очень мало. То есть это очень быстрое и очень удачное украшение. Всегда, и на день рождения, и сейчас где-то, может быть, к женскому дню. И в любом случае тюльпаны, они и зимой, мне кажется, порадуют любую женщину, любую девушку. В обертках вот такие, как букетиками, они смотрятся, конечно, просто шикарно и незабываемо. И буквально через полчаса у нас получается вот такая роскошная композиция. Очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.